Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня мы с вами в очередной раз будем веселиться и будем рисовать мультяшного персонажа. На самом деле это весело, на самом деле это безумно просто. Ничего сложного в рисовании мультяшек нет. Обязательно попробуйте на типсиках, на чем-нибудь. Попробуйте, повторите, у вас обязательно получится. Мы же покрываем наши ноготочки в выбранный цвет. Это вот такой вот горчичный оттенок, который я безумно люблю. Этот цвет очень благодарно отзывается на любые сочетания. В том году осенью он у меня был на пике популярности, и в этом году осенью я опять же его достала, потому что он очень круто смотрится и с красным, и с зеленым, и с оранжевым, и с синими оттенками. В общем, цвет, к которому можно припихнуть все что угодно. Сегодня мы же будем припихивать чего-нибудь темно-зелененького. Берем темно-зеленый 52 оттенок. Ссылочки на все цвета используемые оставлю вам в описании. И этим цветом покрываем ноготочек. На нем мы будем рисовать тасманского дьявола из Looney Tunes. Надеюсь, я правильно произнесла название этого мультика. В общем, старожилы меня поймут. Эти мультики в моем детстве были одними из самых любимых. Багс Банни, вот Тасманский дьявол, потом Страус, вот этот вот непонятный с волком, я забыла, как его зовут. Но, тем не менее, вот эта серия героев, мы их все любили, мы их ждали с нетерпением. Надо нарисовать еще спасателей, которые на помощь спешат. Но это мы как-нибудь поймаем другую клиентку и тоже это обязательно сделаем. Гаечку, Чипа Дейла. Ой, слушайте, сколько идей у меня появилось. Но сегодня мы рисуем дьявола. Открываем для себя картинку на телефоне и срисовываем основные моменты. Как вы понимаете, ноготочек у нас, милипиздрический такой себе, очень маленький, да? Поэтому разгуляться нам, собственно говоря, не на чем. Если мы сделаем дьявола в полный рост, то есть вместе с ручками, с ножками, то у нас получится совершенно нечитаемое какое-то очень маленькое пятно, которое очень сложно будет прорисовать так, чтобы это было похоже. Поэтому я отрезаю дьяволу ручки-ножки, оставляю одну морду лица. И вот благодаря этому морда лица будет довольно-таки узнаваемой. Для того, чтобы все мои оттенки хорошо смотрелись, чтобы они были читаемые, я проложила белый подмалевок. Потому что, согласитесь, рисовать коричневым цветом на темно-зеленом фоне будет, во-первых, и для нас довольно проблематично, мы не будем видеть, что мы рисуем. И плюс по себе оттенки между собой смешаются, соединятся, и будет вообще какое-то просто пятно. Поэтому, чтобы нам было проще, прорисовываем белый подмалевок общей формы и уже на нем вырисовываем нашего героя. Главное здесь это соблюсти что-то похожее в полном образе. То есть нам нужно посчитать, что у него есть одна челочка, две рожки, две ушки, два глазика, один носик, голова вот такой вот слегка ромбообразной формы, да, если вот провести фигуру на голове, то мы увидим, что это практически ромбик. И вот в этот ромбик мы вписываем те вот эти вот запчасти, которые мы посчитали. И после того, как все запчасти у нас вписаны и посчитаны, мы начинаем это просто прорисовывать и светотенить. Все очень просто. Всегда свет и тени на всех персонажах, включая людей, у нас находятся приблизительно в одном и том же месте. То есть у нас самые светлые – это, конечно же, выступающий носик, это, конечно же, какие-то скуловые моменты, которые у нас находятся на скулах, это, конечно же, лобик, потому что туда падает свет, и самые темные места – это у нас место на шее под головой, потому что голова на шею отбрасывает тень, у нас теневые моменты вверху глаз, потому что веки на глаза отбрасывают тени. И вот такие вот моменты, как тень от челочки на лоб, да, или еще откуда-то куда-то падающая тень, тоже она вполне находится на закономерном месте.
Поэтому, если просто немножечко сесть и подумать, где какие тени будут находиться, вы прекрасно можете просчитать, где что вам нужно тенить. Соответственно, когда вы просчитываете тени, то вы можете просчитать свет, потому что светлые моменты находятся у нас в противоположных местах от теней. То есть, если челочка на лоб отбрасывает тень, значит на челочке у нас будет свет. Если рожки у нас отбрасывают тени куда-то там на ушки, то значит на рожках у нас будет свет. И ровно вот по такой логике мы высветляем оставшиеся моменты. И вот самое сложное в создании персонажа – это выражение глаз. Вот серьезно, в данном случае глаза я перерисовывала, ученица не даст соврать. Кстати, ногти делала ученица, я на них только рисую, это не мое моделирование. Так вот, не даст соврать Зина, я их перерисовывала, наверное, раза 3 или 4, потому что у меня не получалось вот это выражение лица. То мелкие зрачки, то я их немножечко скосила, не туда нарисовала, то я их, в общем, от наномиллиметра расположения зрачка у вас полностью меняется ощущение от персонажа. Поэтому я рекомендую прорисовать персонажа полностью и глаза оставить в конце, чтобы их можно было вытирать, перетирать. Либо наоборот, начинать рисовать с глаз ровно до тех пор, пока вам понравится. И если вам нравится, то уже тогда подсушивать. А если не нравится, то перерисовывать, как я делала это в данном случае. Ну, конечно же, те 3 раза, которые вытирала, я не буду вам монтировать, не буду перед вами позориться. Будем делать вид, что я типа крутой такой мастер с первого раза тут нарисовала вот такого вот персонажа. И мне вообще не надо было никуда подглядывать. Но, признаюсь честно, подглядывала, на картинку смотрела, глаза 3 раза перерисовывала. Все было довольно-таки сложно, но тем не менее персонаж получился очень веселый. Мы же тем временем набираем ротик. В ротике у нас будет еще разукрашенный язычок, у нас будет торчать зубик. Мы делаем прорисовочку полностью по контуру всего нашего персонажа. И нам останутся основные моменты прорисовать те нюансы, которые нам нужны в плане рта. И после финиша добавить белых бликов. Итак, перекрываем нашего монстрика финишным покрытием и расставляем акценты белой красочкой поверх финиша. Расставляем самые-самые светлые места.
те места, куда у нас будет падать самый яркий свет. Это, конечно же, на челочке, на рожках, немножечко на ушках, где-то какие-то места дополнительно выделяем. В общем, освежаем наш дизайн. После добавления белых акцентов дизайн становится очень ярким, очень нарядным, очень нежным и очень симпатичным. В качестве дополняшек на соседних пальцах я нарисовала вот такие вот зеленые камушки для того, чтобы просто развести немножечко зеленый цвет по соседним пальцам. Надеюсь, вам понравилось. Мне было безумно интересно с вами сегодня. Ставьте лайки. Я с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока.